Новая страна вступает в войну с Ираном после обстрела мирных жителей. Войска выдвигаются на границу, армия в полной боеготовности. Это уже выходит за рамки. Резкое заявление Генсека. НАТО задействует 5-ю статью. Официальная позиция. Срыв наземной операции. Падение режима отменяется. Кто разрушил планы сопротивления еще до начала штурма? Внезапное решение Кремля. Пока переговоры на паузе, Путин лично возвращает военнопленных. Что происходит? Спецоперация в Украине. Самая масштабная проверка документов. Когда стартует зачистка? Об этих и других самых главных событиях вечера четверга, 5 марта. Только самое интересное и самое важное в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что вы с нами. Новый фронт. Напряжение на границах растет. Война у соседей заставляет усиливать оборону. Гражданский аэропорт под обстрелом. Пожар в одном из терминалов. В азербайджанском Нахчыване один из дронов, но есть также вероятность, что их было 2, попал в здание местного аэропорта. Еще один беспилотник упал рядом со зданием школы в селе Шакарабад. Власти Азербайджана отреагировали резко. Посол Ирана в Баку был срочно вызван в Министерство иностранных дел. В официальном заявлении МИД это назвали нарушением международных норм и потребовали от Тегерана объяснений. В Баку заявили, что оставляют за собой право на ответные меры. Там считают, что атака не выглядела случайной. По данным местных источников, один из беспилотников целился непосредственно по аэропорту. Если это подтвердится, то станет первым случаем применения подобных дронов для удара по территории Азербайджана и заметным расширением зоны конфликта. К тому же Азербайджан привел армию в боевую готовность и начал перебрасывать подразделения к иранской границе. Военным отменили отпуска, на приграничной территории развернули системы защиты от дронов и низколетящих целей. У Азербайджана длинная граница с Ираном, и там ожидают чего угодно со стороны соседа. К тому же не так и далеко от этой границы иранские ядерные объекты. В Баку утверждают, переброска войск носит оборонительный характер и направлена на защиту страны. Но на фоне эскалации вокруг Ирана любое движение армии у границы выглядит как сигнал, и регион становится еще более нервным. 5-я статья. Сразу все за одного. НАТО держит напряжение, но не объявляет войну. Генеральный секретарь Альянса заявил, что НАТО готово защищать каждый дюйм территории Альянса. По вполне понятным причинам мы всегда оставляем вопрос о том, когда именно активируется статья 5, довольно неоднозначным. Но когда будет задействована статья 5, этот вопрос остается намеренно расплывчатым, чтобы противники задумались над тем, что им можно делать, а что нет. Им лучше не делать ничего странного. Рютте подчеркнул, что НАТО сознательно сохраняет неопределенность относительно применения статьи 5 механизма коллективной обороны. По его словам, это делается специально, чтобы не давать потенциальному противнику никаких подсказок. Если статья 5 будет активирована, Альянс объявит об этом немедленно. Напомним, накануне иранская ракета летела в сторону Турции, была перехвачена силами НАТО над Средиземным морем, а Турция является членом Альянса, поэтому ситуация сразу оказалась в центре внимания. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках. При этом заявления некоторых российских и пророссийских медиа искажают слова Марка Рютте. В ряде публикаций утверждается, что Рютте будто бы уже готов применить статью 5 против Ирана, или что НАТО готовится к войне. Глава Пентагона Пит Хексет также заявил, что перехват иранской ракеты или дрона, летевших в сторону Турции, сам по себе не является основанием для запуска статьи 5. В Иране заявляют, правда, что баллистикой по Турции не били, но вероятность ошибки очень маленькая, ведь ракета летит по заданным координатам. Что тогда это было? Как думаете? Пишите в комментарии. Сенат США фактически дал Белому дому зеленый свет продолжать военную операцию против Ирана. Сенаторы заблокировали резолюцию о военных полномочиях, которая требовала от президента Дональда Трампа получить одобрение Конгресса для дальнейших ударов. Решение прошло почти строго по партийной линии. Практически все республиканцы выступили против ограничений полномочий президента, то есть документ не прошел процедурный даже барьер. Его фактически остановили еще до начала полноценного рассмотрения. Почему Дональд Трамп так одержим тем, чтобы история повторилась? Почему он с головой втягивает Америку в войну, которой американцы не хотят и которую он даже не может объяснить? Мы должны действовать, чтобы остановить воинственность Трампа. Моим коллегам пришло время занять позицию. Мы должны остановить еще одну войну на Ближнем Востоке.
Ну а Трамп оценивает проведение операции, в которой уже погибли американские солдаты, страна потеряла несколько самолетов и весь мир завис на пороге невероятного энергокризиса, на отлично. Если бы мы не нанесли удар в течение 2 недель, у них уже было бы ядерное оружие. Если бы несколько месяцев назад не было удара Би-2, у них уже было бы ядерное оружие. А когда безумные люди получают ядерное оружие, происходят плохие вещи. Поэтому сейчас у нас очень хорошая ситуация. Я хочу, чтобы вы это знали, и мы будем двигаться дальше. Это великолепная демонстрация военной мощи. Палата представителей готовит аналогичное голосование, но республиканское большинство, по прогнозам, также заблокирует попытку ограничить военные полномочия президента. Демократы заявляют, что намерены продолжить давление на администрацию через новые резолюции и парламентские слушания. Как медиа сорвали военную операцию и свержение режима? Как одно сообщение от уважаемого издания обрекло на провал штурм столицы. В сети яркие новости о планировании и начале наземной операции в Иране, но только не американских и не израильских сил, а курдских вооруженных формирований при поддержке США. Как сообщили Associated Press представители иранских курдов, речь идет о тысячах бойцов, базирующихся в иракском Курдистане. И по их словам, часть сил уже переброшена в приграничные районы в провинции Сулеймания и находятся в полной боевой готовности. План предполагал переход границы и наступление на территории западного Ирана. Израильский телеканал i24 News также утверждал, что операция могла начаться еще 2 марта, но независимого подтверждения этим сообщениям пока нет. Более того, Демократическая партия Курдистана заявила, что никакой операции они не готовили, а ночью иранская армия нанесла удары по позициям курдских формирований на границе Ирана и Ирака. В Тегеране заявляют, что таким образом предотвратили возможное вторжение. Получается, операция сорвалась не начавшись, просто из-за публикации информации о ней. Ну а Израиль в то же время ударил по центру силовых структур Ирана. Армия обороны нанесла массированный удар по военному комплексу в Тегеране, где расположены штаб-квартиры практически всех иранских силовых ведомств. В РФ заметили, как уходит дух. Дух Анкориджа, придуманный Россией, время от времени вспоминаемый тоже исключительно Россией, сейчас официально и выветрен тоже Россией. Сергей Лавров намекнул, что первоначальная дипломатическая атмосфера между Россией и США после контактов в Анкоридже постепенно ухудшается. Больше не дружим, если простыми словами. Но дух, еще раз скажу, испаряется. А главное, в Анкоридже было конкретное понимание, достигнутое на основе предложений, внесенных президентом Трампом и его командой переговорщиков. Президент Путин не раз комментировал, что эти предложения мы приняли. Но самое главное, что всегда выдавало российское вмешательство и российские интересы, начиная с пресловутого «нас там нет». Наша совесть чиста. Мы верны тем пониманиям, которые были четко достигнуты по предложению Соединенных Штатов на Аляске. Спецоперация во Львове. Жителей города предупреждают о жестких мерах контроля. СБУ проведет масштабное контрразведывательное мероприятие по всему городу. Искать будут российских шпионов и диверсантов. Силовики собираются проводить массовые проверки документов, осматривать автомобили, помещения для выявления запрещенных предметов тоже. В случае возникновения подозрений могут дополнительно проверять людей. Все серьезно и очень неожиданно. И хочу спросить тут вас, в чем, как вы думаете, причина таких действий? Пишите в комментарии обязательно. Массированная атака дронов по югу России. Ночью в Саратовской области и Краснодарском крае прогремели десятки взрывов, работало ПВО, закрывались аэропорты. В Саратове и Энгельсе, где расположена база стратегической авиации с бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160, жители сообщили о серии мощных взрывов от 30 до 60. Одной из целей стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод Роснефти. Параллельно атака затронула и Краснодарский край. В Сочи, Адлере жители слышали серию взрывов не менее 10. По данным местных властей, это была уже 4-я волна дронов, которые заходили со стороны Черного моря. В городе включались сирены, в небе видели вспышки и работу систем ПВО. Пришлось даже временно закрыть ряд аэропортов, включая Сочи, Саратов и другие воздушные гавани в регионе. Всего ограничения вводились примерно в 10 аэропортах, в том числе в Краснодаре, Грозном и Пензе. Но это уже привычная картина для страны-победительницы.
Переговоры по Украине поставлены на паузу. Владимир Зеленский заявил, что мирный процесс между Россией и Украиной при участии США временно остановлен из-за ескалації вокруг Ірана. Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватися з Америкою. Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі, але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту тристоронню дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова. Ранее украинский президент рассчитывал провести новые переговоры в начале марта и называл возможными датами 5-6 число. Теперь эти планы фактически отложены на неопределенное время. Путин передал Венгрии 2 военнопленных. Во время встречи в Москве с главой венгерского МИД он освободил 2 пленных с венгерским и украинским гражданством и передал их министру. По словам Путина, они были мобилизованы в Украине принудительно. Теперь их отправили в Будапешт на самолете главы МИД. Дело в том, что прагматичная, рациональная внешняя политика последних примерно 11 лет, которую вы постоянно критикуете, привела к тому, что мы смогли вернуть домой 2 человек, которые были военнопленными. Может быть, вам стоит этому радоваться. Я не думаю, что стоит раздувать плохие новости. На встрече Сиярто также попросил у Москвы гарантии поставок нефти и газа. Путин много пообещал министру, хотя, говорит, не все зависит от Москвы. Одновременно Венгрия продолжает блокировать решение ЕС о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро. А в прошлом выпуске впервые со времен Второй мировой исторический удар на море, который уже называют новой точкой отсчета, и резкая эскалация. Иран запускает ракету по стране НАТО, и ответ не заставляет себя долго ждать. Параллельно всплывает интрига вокруг главного поста режима. Иранские медиа утверждают одно, американская пресса прямо это опровергает. На этом фоне Москва получает очередную пощечину. В военную историю вписывается новая глава, а российское оружие снова оказывается опозорено. Трамп тем временем открывает новый фронт и вместо союзника внезапно получает врага. Ну а у друга Путина тоже проблемы. Союзник Кремля сделал ставку не туда и теперь рискует проиграть все. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже утром.